Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. Я Лебедь Белая и хочу вам сегодня предложить новый расклад. Но этот расклад будет для наших уважаемых мужчин. Расклад будет называться «Вокзал для двоих». Я вам предлагаю посмотреть на 4 королев, которые, возможно, находятся в вашем поле. Вы можете загадать на каждую из королев какую-то девушку или женщину, которая вам симпатична, и вы бы хотели побольше узнать о ней. Но и в раскладе мы сможем посмотреть с точки зрения мысли вашей королевы, чувства, действия, ну и, в общем-то, что вас объединяет вместе с этой королевой. Ну и без совета для высших сил, или от высших сил, конечно же, не обойтись. Итак, давайте посмотрим. Первая королева. Королева жезлов. Огненная девушка, скорее всего, может быть, относится к огненным знакам зодиака. Но можете, конечно, к зодиаку не привязываться, это ваше право. Давайте посмотрим ее сигнификатор. Что же это за дама? Ну, эта дама на сегодняшний день достаточно самостоятельна и отстранена от всего. Она никогда не раскроет свое внутреннее состояние. По ней очень трудно понять, что же с ней происходит. Это размышляющая девушка или женщина, которая задумывается о том, как она будет жить, о том, какую она хотела бы жизнь в дальнейшем. Она по своей сути, как нам говорит карта, отшельник на сегодняшний день. Наверное, трудно вытащить ее на улицу. Она не всегда готова отправиться в какие-то путешествия. Но вот сегодня у нее такое состояние. Давайте посмотрим мысли о вас, этой королевы жезлов. Ну, она бы, наверное, хотела все-таки пообщаться, потому что данная карта нам говорит о том, что ей достаточно приятно с вами взаимодействовать, но имейте в виду, что у этой симпатичной девушки с кудряшками еще есть кто-то на примете. Возможно, она общается не с вами только одним. Чувства какие? Чувства, наверное, нам говорят о том, что сейчас бы, я не хотела бы ничего и никого выбирать. Я сейчас самодостаточна и хочу жить в том формате, как мне удобно. И даже и желания-то большого у меня к какому-то выбору на данный момент не возникает. Я самодостаточна, я гармонична, говорит эта королева жезлов. И чувства у меня какие? Я бы хотела больше внимания уделять себе и собственному развитию, и в первую очередь интересы мои я, конечно же, не забываю, а уже во вторую очередь я буду смотреть на кого-то еще. Ну, то есть девушка, которая больше сосредоточена на себе. Давайте посмотрим, каковы ее действия в вашу сторону. Ну, наверное, она хотела бы с вами пообщаться, потому что вы ей нравитесь, и нравится вас вот эта вот мягкость, умение найти общий язык, умение расположить ее к себе. Ну, вот, и, в общем-то, она готова к тому, чтобы с вами пообщаться. Еще что можно сказать? О том, что, может быть, она еще не все понимает в тех отношениях, в которых вы находитесь. То есть для нее не все ясно, и отсюда мы видим, что она не понимает картину в полном объеме. А что же вы хотите? Но так или иначе, ей бы хотелось погрузиться в эти отношения с вами и попробовать что-то начать. Какой же совет в отношениях с этой прекрасной девушкой? Ну, вы должны понимать, что, возможно, вам будет нелегко в этих отношениях. Вам придется на себя что-то взять, а может быть, как раз попытаться разобраться в этой девушке-загадке, которая у нас под первой позицией. Да, будет вам нелегко, но, тем не менее, дорогу осилит
идущий. Итак, это была первая мадам, а впереди у нас королева Пентаклей. Давайте посмотрим, а что же нам расскажет вторая девушка или женщина, которую вы заказали и загадали. Угу. В каких же состояниях она сейчас находится? Очень интересное состояние. Я бы сказала, что сейчас у нее происходит какой-то очень важный этап в жизни. Она что-то переоценивает, она что-то пересматривает. Возможно, у нее что-то поменялось очень кардинально. Прямо это связано с работой, возможно, она поменяла работу. Это связано, может быть, с отношениями. Какие-то отношения закончились, и, возможно, начинаются новые. Или, может быть, отношения с этой девушкой должны перейти сейчас на новый этап жизни. В частности, у нее и у вас, если вы загадываете на эту девушку. Давайте посмотрим. Ну, наверное, сейчас можно говорить о том, что она действительно переходит в состояние одиночества, да, она уже не хочет находиться в неком такой изоляции, когда мне плохо, я одна. Я бы хотела перешагнуть эту историю моей жизни, и мне бы хотелось уйти во что-то новое. Какие мысли у нашей королевы Пентаклей? Она хочет отправиться в новый путь, в новые отношения, но пока не знает, куда и в какой путь. То есть для себя она еще совершенно не открыла эту дорогу. Она как бы стоит на перекрестке и думает, а куда же пойти, в каком же направлении мне отправиться. Каковы чувства у этой женщины или девушки к вам? Ну, я бы сказала, что она хочет попробовать с вами вступить во взаимодействие. Ей бы очень хотелось, а вдруг у меня получится, и даже, может быть, и создать какие-то более серьезные взаимодействия и отношения. То есть она задумывается о том, чтобы проявить интерес в вашу сторону. Так, каковы же действия? Ну, пока ей действия предпринимать очень тяжело. Она чувствует, что она не может сделать это. А если и сделает, то понимает, что это очень большая ответственность. Поэтому действия пока для нее очень сложны. Но вы ей нравитесь, очень нравитесь. И она бы хотела погрузиться вместе с вами вот в эту красивую историю любви. Какой же совет с этой девушкой или женщиной? Ну, самое главное, не цепляйтесь за прошлое, не смотрите, что раньше было, а постарайтесь переоценить ситуацию уже с точки зрения сегодняшнего дня. Старый опыт, он, конечно, замечательный, нужно оттуда брать свои плюсики, но надо не бояться начинать что-то новое. Попробуйте, пообщайтесь, и, может быть, у вас что-то получится. Итак, у нас впереди третья позиция, третья девушка замечательная, это будет королева мечей. Давайте посмотрим, а что же нам несет королева мечей, о чем же она нам расскажет. Интересно, сейчас у нее очень интересное состояние. Она понимает, что нужно что-то менять в этой жизни, возможно, и себя нужно поменять, но почему-то у нее это не получается. Не хочет она менять свое ощущение и те ситуации, в которых она попадает. То есть что-то происходит в жизни, ситуации, которые, возможно, ее очень сильно затрагивают, но она понимает, что надо что-то изменить, но эти изменения делать не хочет. Может быть, в отношениях поменять ничего не хочет, может быть, на работе и так далее. То есть как бы она остановилась в своем развитии, в общем-то, и пока не понимает, а как дальше. Но то, что я не хочу менять ничего, это точно. Давайте посмотрим, о чем же она думает. О чем она думает. Она думает, что этот период такой, да, он тяжелый, он сложный у меня сейчас, но это все равно рано или поздно закончится. То есть я не буду впадать в какие-то проблемные такие моменты, не буду нервничать, не буду психовать, не буду расстраиваться. Ну, так или иначе я буду жить дальше. То есть вот такое у нее интересное состояние. Мысли о вас. Какие мысли? Ну, я бы не сказала, что прямо она очень-очень сейчас о вас думает. Скорее, она больше задумывается о себе.
Значит, какие же чувства? Чувства, я в данном случае не вижу, что у нее есть какие-то чувства. Она больше не понимает, что же чувствует к вам, в общем-то, и не оценивает это с точки зрения любви. Скорее, наверное, это с точки зрения неких взаимодействий партнерских. То есть ей бы хотелось с вами пообщаться, и она вас рассматривает как вариант взаимодействия, но не более того. Будет ли она в ваш адрес делать какие-то шаги, первые шаги? Я думаю, что 100% нет. То есть, если вы, конечно, проявите в ее адрес какую-то активность, то, может быть, да, действительно, она захочет с вами пообщаться. Ну, а если нет, то нет. То есть, двигаться она в вашем направлении не собирается. Ну, и давайте посмотрим, что нам карта говорит о том, что я бы и не хотела, чтобы почувствовать, не хочется ей себя почувствовать проигравшей в этом во всем. То есть зачем мне двигаться, я останусь при своих интересах. Мне сегодня важнее мои проблемы в том, в чем я сейчас нахожусь, нежели отношения с вами. Какой совет с этой девушкой? Ну, здесь нужно занять определенную позицию, но и вы должны понимать, что не все так ясно, как вам хотелось бы. Девушка носит много масок на себе, и поэтому вы до конца еще в ней не разобрались, и будьте осторожны. И если общаетесь, то не открывайте все карты сразу же. Ну что ж, это была у нас третья мадам. Впереди у нас королева кубков. Еще одна замечательная девушка. Давайте посмотрим, а она в каких сегодня состояниях. Ну, она умиротворена, ей хорошо, она спокойна, жизнь ее течет спокойно, не напрягаясь. Она чувствует, что она защищена со всех сторон, в том числе от высших сил, а может быть и от своего рода, и от своих близких. В общем-то, у нее в жизни все устроено, она чувствует себя абсолютно гармоничной. Давайте посмотрим, какие мысли у нее по отношению к вам. Ну, она думает о том, что вы такой человек достаточно экономный, человек, который умеет контролировать свои финансовые потоки, человек, который лишнее не потратит. Вот она так вас расценивает. Вот. Еще она вас видит как? О том, что вы еще всего в жизни не достигли, чего бы вам хотелось достигнуть, еще вы не победитель в своей жизни, и у вас еще многое что впереди. Какие чувства к вам испытывает? Ну, данная карта нам говорит о том, что это скорее не чувство, а тут, наверное, ну, скажем так, я не хочу, чтобы в мое поле кто-то вторгался, и поэтому я буду защищать свои позиции и не пускать разных людей. Что еще по чувствам? Ну, пока она вас не воспринимает серьезным партнером, человеком, на которого можно обратить внимание с точки зрения уже постоянного человека, которого бы хотелось бы лучше узнать и лучше познакомиться, пока она вас не воспринимает вот в этом смысле, и в том числе и в финансовом тоже. А какие действия с ее стороны можно ожидать, в принципе? Ну, здесь, наверное, что? Ну, на расстоянии пока, я думаю, что вы вместе она не хочет находиться все-таки, но думает о том, что может быть какие-то возможные варианты в плане взаимодействий и движения в вашу сторону. Вот, ну и еще знаете, что она не хочет, чтобы все было как раньше, как по-старому. Ей хотелось бы, чтобы все перестроилось в новый контекст и в новое русло вошло. Какой же совет от высших сил вам? Скажем так, ну, если вы хотите с данной девушкой или женщиной начать взаимодействие, несмотря ни на что, то используйте все свои возможности, какие у вас есть. Потому что действительно пока она еще не расположена, а только рассматривает вас в качестве партнера. Ну что ж, вот такие вот интересные у нас девушки. А мне бы хотелось все-таки вам выложить еще общий совет вообще в плане отношений. Ну, займите такую равновесную позицию, да, не торопите, как говорится, не гоните лошадей, успокойтесь, просмотрите все внимательно, чтобы не обмануться, ни в коем случае не обмануться. Ну и, наверное, начните действовать, то есть общаться, и этого, наверное, достаточно для начала.
Потому что сразу же гармонию и хорошие отношения сформировать будет очень сложно и стабильные отношения. Потому что, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Поэтому, наверное, самое важное – это начать общение. Не надо сразу же раскрывать все карты, как говорится, о себе. Это ни к чему. Может быть, сначала постараться, скажем так, порадовать партнерш вот этой своим вниманием, своими какими-то небольшими, но очень приятными вложениями. Возможно, это совместная прогулка, возможно, это небольшой сюрприз, подарок. Не забывайте, что мужчина может быть щедрым в любых своих проявлениях. И вот именно через такое общение вы начнете понимать, что же это за девушка, и начнете раскрывать ее потенциал. И, может быть, вы найдете свое счастье. Ну что ж, всего вам хорошего. Приходите на мой канал, многоуважаемые мужчины. Всегда рада с вами посотрудничать. Можете заказывать личные расклады. Всего вам хорошего. До новых встреч!